перекус пили, выпить чашечку кофе. Лето круглый год. Евхаристой караоке. Так как, возвращаясь к соревнованиям чемпионату мира по плаванию на море, как бабушки из Казахстана попали в плавание? Хотелось перебороть свой страх. А я, например, 49 научилась плавать. 49? 49 лет научилась плавать. Ничего себе. Кролем. В бассейне, да? Да, в бассейне. Потом было... Ну да. Потом пандемия, я не могла... Я же хотела... Так это совсем недавно, да, получается. совсем недавно. И потом я в 2001 бассейн купила на год, и вот с тех пор я тренируюсь. Но, если честно, еще 2 лет нету, как я в бассейне записалась, и сама постоянно тренируюсь. Но навыки вам давал тренер, да? Да, обязательно. Потом Вот. я Он вам объяснил дыхание, как правильно работать руками, да? Молодцы. И я с ним ездила, выезжала в Дубай. Ничего себе. И на Иссык-Куль мы ездили. Иссык-Куль это в Киргизии. Да. Вот. И сейчас я 52 года, только 3-й раз поехала на Ocean Man. Ocean Man это международные соревнования по плаванию, представляете? На открытой воде. Первый раз я поехала 1,5 километра в Дубай, потом Капчагай. 1,5 километра в Дубае? Да, на море. С ума сойти. Капчагай это искусственное озеро в Казахстане, в Алматинской области. И вот 3-й раз я приехала сюда на 2 километра. Понятно. Я, конечно, хотела 5, но переписалась на 2. Потому что волна была большая, да? Волна была. Первый день. Поговорил с гречанкой, говорит, море есть, море, помолимся, чтобы была погода лучше. Завтра плывет, 5 километров плывет. Это у нас Гульшат. Пришла в 49 лет, а Гульмира тоже? Я пришла в декабре 2019 года, Вот через 2 месяца мне было 50. Да. 50 я только начала. А почему пошли плавать? Потому что я в подростковом возрасте тонула. Ничего себе. После этого у меня был страх воды. Я вот только в 50 лет решила, дай-ка я научусь. Надо было перебороть свой страх. Потому что выезжаешь на море, в итоге не купаешься. Ну да. И вот я первый год попала к Диме, школа I Love Swimming. Это вместе вы или нет? Нет. Вы в разных? Да. Мы с ней познакомились в Дубае. Ничего себе. Но я вот 2 месяца училась, но все равно у меня страх оставался. Поэтому я в январе взяла слот переплыть Босфор. Ух ты! Да, чтоб не бросить плавание. А тут у меня был стимул, да, цель была. Надо было перебороть свой страх и переплыть. 6 километров, 6,5. Но, слава богу, в 2020 году... Много участников было? Да, 2500. Ничего себе. У меня еще категория была возрастная 50+. Но все нормально, я не знаю, я в такой эйфории была, что я вот вышла из воды, да, у меня столько энергии, столько сил было. Сколько градусов вода была? Ой, если честно, не знаю. Там прохладная. Нет. Такая же, как здесь, или холоднее? Нет, такая же, наверное, может быть теплее, я не знаю, там не разрешают. А в каком месяце? Это было в конец августа. Конец августа. Конец августа, но не разрешали в гидрокостюме плавать. Да? Вода теплая, да. Считали, что теплая вода. Там не использовали буй. Часы нельзя, кольца, сережки, ничего нельзя. Там вообще строгие правила, даже ногти длинные. А почему? В чем причина? Это Босфор организовывает их олимпийская команда, олимпийский комитет. У них, да, правила жесткие. Шапочки ни за что не дают, надо проплыть как минимум Босфор. Да. Сколько? 6,5 километров. Азии в Европу. Вот такие крутые девушки. Сами в шоке, да? Сами в шоке. Ну, бабушки, да, бабушки. Помните это песня «Бабушки, старушки», помните? Ну, ладно. Потом я, получается, после Босфора,
Куда я была? В Дубай полетела, пятерку плыла. Ух ты. 5 километров, потом, получается, через 3 месяца была в Италии. И сколько 5 километров по времени заняло? Так, там был вообще очень тяжелый заплыв. Вот я не помню, 3 с чем-то. 3 часа. 20 минут или 15 минут. Мгм. Я помню. 3 часа 02, кажется, 02 Может, минуты. даже меньше. Но мне казалось, что там волны были, да, до вчерашнего времени. Еще говорила тренеру, да, невозможно, там такие волны. А оказалось, что там был Штиль. А здесь были волны. Да. да, а здесь действительно самый легкий заплыв это было в Италии, потому Понятно. что озеро Орта 5,5 километров. 5,5 километра, и там я действительно как-то на расслабоне кайфанула, можно сказать. Понятно. И тренер у меня, Ваня Иван, он всегда говорил, плевать на время, самое главное, говорит, кайфаните. Получите удовольствие от заплыва. На самом деле так и получилось. Сюда уже у меня было приглашение на финальный чемпионат мира. Это Дубай мне на 5 километров как бы дал. Потом Oceanman Казахстан на 2 километра. Конечно, я на 2 километра взяла. И слава богу, что на 2 взяла. Когда я здесь увидела волны, думаю, блин, что это такое? Но нет, в итоге, в принципе, все Классно нормально. проплыла. Мы вообще рады, что все-таки приехали. First singles right in the water, they're going to do a quick loop when they come back. They hand over the time and said, look at the second swimmers, Greta, they are... Километр. Оказывается, уже вот сколько клубов вот Клубов, было конечно, у нас с Казахстана? много. Вот, Много. смотрите, с Казахстана World Class называется. Это Да. Там Салматы. с Алматы приехали, со Астаны ребята приехали. И Со стороны я видел, Со общался. Астрау ребята были, которые участвуют в Ironman. Ага. И вот И в вот с триатлоне. Семипалатинска прилетел мальчик Его 17 сюда. лет, да? Он, представляете, 5 километров за 52 минуты проплыл. Можете себе такое представить? Я Ему говорю, их 17, 17 или 16 лет. Но он плаванием занимается, наверное? Да, он А, занимается ну так- плаванием. А он эти 2 километра проплыл за 22 минуты. И то он говорит, надо же, говорит, я место не занял призовое. Разница Но поэтому, видите, я и говорю, что вот эти соревнования, вы молодцы, что вы радуетесь, что вы каждый считаете, что у вас, есть медали, что вы проплыли. там, да. Потому что в таком море это плавать, и нечестно, что тут, видите, многие, кто спортом занимались, Да. а вы только 3 года назад Да, начали да, плавать. да, да. Поэтому действительно правильно вот ваш тренер говорил, что Кайф. главное участие, да, И кайфануть. приплыть, спокойно проплыть, удовольствие получить, Ну, и, у нас и же то, еще- что вы это смогли. Мама Николас! Мама Ну, например, я рада, хоть я была предпоследняя, а представляете, было 87 человек, я приплыла 85-й, но я рада, что это завершила. Я Но в смогла лимитное сама. время ты ну да. уложилась. Я уложилась в лимитное время, там дается час 30, Да. я уложилась за 58 минут. Я вообще себя... Ничего себе! Я была счастлива и Конечно. сказала, ну и что я 85-я? Я не переживаю даже. Ну, конечно, самое главное участие. Да. Награждение участников первого дня соревнований в штормовом море. Плавали дистанцию 5-10 километров. Возрастная категория 70+. Come on, stand up, let's make some noise. 70 plus years old, make some. Я рада, потому Мы что же это не претендуем на призовые места. я, Правильно. например, просто переживала, что такими волнами, у меня был страх, правда, страх был. И когда волны вот так вот меня поднимали, мне Вообще, казалось, как что вот, они меня накроют. вот как вот море было в пятницу, Да. на пляже Ретьевно висят красные флаги, купаться нельзя. Нельзя, да, я помню.
стоят спасатели и в воду никого не пускают, потому что на Крите опасно, есть разрывные течения. Они уносят вас Ну в вот море. в пятницу такое было со мной. Забитый, мне было тяжело, я еще глотала воды, но в конце-то концов, там, через несколько минут я выплыла и думаю, нет, я больше не пойду сегодня тренироваться, не хотела. Ну, я была вообще, честно говоря, может быть, как шок у меня был, шок. Да, Как может это быть. так? Я приехала сюда, и я ожидала, что море гладкое, ровное, и я должна просто Но когда я ночью не могла спать, открыла Инстаграм и увидела траекторию, маршрут, и я говорю, ох, yes. То есть я увидела финиш, где будет прям, где волны, да? Но думаю, ну, значит, это тоже надо пройти. Вот так. Да. Но, если честно, чуть-чуть переживала. Taking outside of the port more than 1.5 meter waves, but inside is going. Волосы попали в глаза и... Тем не менее, было это прикольно, потому что я до этого тоже хотела это ощутить, как это с волнами. Здесь было 570 человек. Да. Ну, у нас спорт развивается конкретно. Ну, а вот это хорошо. А у нас еще цель как проплыть, приехать в другую страну, да, и еще путешествовать, увидеть вот это все. Понятно. Вы с этим даже чай пьете. Вот какой вы чай знаете? Лаванда. Это может духи делать. Это что? Это Луиза. Апельсины. Смотреть деревни. Такое дерево со специями. Или еще повезло, у них есть магазин, а есть деревни, где и магазинов нету. Автолавка. Серьезно? Можно сесть с ней, сфоткаться. Калимера Калиопе. Ты Канис. Тора Химона. Кушает, как его, шурот, нет, шурот тянет, хурму. Такая хорошенькая. Евхаристо Калиопе. Евхаристо. Вот Калиопе девушкам с Казахстана отрезает с своего огорода базилик. Ой, такая. Не хочешь, чтобы помогали? А как будет спасибо на гречку? Евхаристо. Опять кино про море. В Казахстане тоже много воды. Видите, на Крите все боги дают. Видите, прямо с гор drinking water. Вот спортсменки из Казахстана, Гульмира и Гульшат, в местном кафе решили попробовать греческий кофе. А их обслуживает Георгас, которому 88 лет. Даже смотрите, какое тату красивое. Вот, я тоже хочу показать. Можете похвастаться. Еще не убрали, не снимается. Такие девушки с тату.
Видите, самовары, где раки у греков. Раки и закусочка сыр. Ну, видно, что девушки-хозяйки выбирают себе большую скатерть на большой стол. Красивый. Кстати, мы же казаки. А-а-а. Собираемся семьей. О-о-о. Да? Ты, наверное, девочка такая красивая, да? Но не стесняйся. Это мы уже движемся на юг. Деревня и ущелье Фраты. В полете ветреное ущелье Курталиоти с красивейшим и мощным водопадом. А вот этот зелененький, да, это дикий шалфей. Его один листик в чай. Сейчас, подождите, я воду перекрою и поговорим. Дракон. Ревельский монастырь, где находится Святой Крест. Время работы зимой. Преимущество отдыха зимой на Крите то, что можно посмотреть, как собирают оливки. Ну что, девушки, вы в море плавали? Да. А оливки пособирать не хотите? Вот вертушка, видите, как она... Смотрите, мы сейчас, видите, поедем вверх. Видите, дорога идет наверх. И слева канал. И вода идет наверх. Вот смотрите. Видите? Вода идет наверх.
сапоги. Красота южного побережья Крита, район Плакяс. Спускаемся в красивейшую бухту южного побережья Скинария. Особенность этого пляжа то, что он экологически чистый. Здесь нету никаких отелей, речек. Правда, из-за такой популярности летом на этом пляже стало много народу и проблема с парковкой. Поэтому сюда есть смысл приезжать на целый день. Мы не знали ни хрена, но теперь мы дайвера. Это дайвинг где голландский дайвинг-центр ныряет. Вот. И я когда-то раньше сюда приезжал нырять. Ария и дайверы. Когда-то в этом бухте нырял с Атлантисом. Ну, сейчас девушки из Казахстана, отплавав, оказывается, надо эласты уметь одеть, как видим. Вот. И делаем краткий курс плавания с маской, с трубкой, снорклинга. Они плавали. Зато сейчас все, и поплыли. И вот туда вправо много рыбы. Спокойно плавайте. На начало ноября вода в Ливийском море 22 градуса. Хорошо сидим? Да, хорошо. Не надо вот вам было плавать. Приехали бы лучше на Крит, отдохнули, попили, погуляли. Нет, надо. Молодцы, молодцы. Даже вчера, говоришь, вылазила, и ноги замерзли, и все замерзло, но все равно довольна. Да-да. Дороги. Вообще, на самом деле, у них есть вожак, Там чипы. который руководит стадом. Мэ! Вот мы видим уже все соливы. Начиная с ноября и зимой на Крите можно увидеть, как работают заводы по получению оливкового масла. Сначала оливки засыпаются в бункер и поднимаются по транспортеру наверх, где вентиляторами выдувается мусор. Здесь оливки моются и взвешиваются. Затем поступают в мощный мотор-дробилку. В шнеке 40 минут квасятся. Потом вот эта густая масса попадает в центрифугу 4000 оборотов в минуту. И далее в сепаратор. Да, некрасиво, но дегустирую масло экологически вымытым в море пальцем. Очень вкусно. Несмотря на то, что оливки еще зеленые, масло сладкое. Где бы такое масло купить? И заключительная стадия – проверка масла на кислотность.
Thank